Всем привет! С вами снова Алла Касаткина и проект «Ладное я». И сегодняшнее видео будет не столько для женщин, сколько для мужчин, хотя женщины о себе, об отношениях, а мужчины тоже узнают очень много полезного. Я снимаю это видео не только потому, что я хочу кого-то в чем-то убедить, сколько хочу объяснить мужчинам, которые очень часто заходят на мой канал и пишут очень некрасивые и очень несдержанные комментарии по поводу того, что женщины обнаглели, хотят от мужчин слишком многого, что они разрывают отношения и все тому подобное. Так вот, я хочу этим мужчинам объяснить, почему так происходит. А заодно женщины поймут, что происходит внутри них, почему они себя так ведут, почему они в этих отношениях оказываются, я расскажу как-нибудь в следующий раз. Но сейчас вот я важнее хочу занести, что толкает женщину на разрыв отношений. Потому что вот этого женщины внутри себя не всегда понимают. И они очень часто выжигают себя изнутри. И выходя из отношений, они выходят вот, ну, совершенно пустыми-пустыми, как большой кувшин, по которому стучишь, а там пустота. И потом уже не хочется ни отношений, ничего, и договариваться особо ни с кем не хочется, лишь бы рано залезать. Так вот, когда начинаются отношения у мужчины и женщины, еще до этого, цель для создания отношений у женщин и у мужчин, она в корне разная. Потому что мужчина, если ему нечем похвастаться в социуме, особенно, если он чувствует себя внутри слегка ущербным, ущербным не потому, что он дебил, хотя, в принципе, таким он тоже может быть, но потому, что его не ценили, не уважали еще с детства, его интересами пренебрегали в родной семье, либо с ним носились как дурень с писаной торбой, и он чувствовал себя самым главным в семье, самым-самым-самым-самым значимым, и он считает, что вот ему как идолу должны поклоняться до конца жизни. Женщины такие тоже есть. Но мужчины, которые считали себя идолами, как правило, с женщинами, которые тоже считают себя идолами, ужиться на одной территории не могут. У них не может быть отношения. У них может быть разовый секс, пока они не раскусили друг друга, и все. И они расходятся, как в море кораблей, плюются друг другу в спину и говорят, чтобы я тебя больше никогда в жизни на своей дороге не видел. Они выбирают другой типаж женщин. Тот типаж, о котором я сейчас расскажу. Женщин, которые были хорошими девочками в семье. Чаще всего это старшие дочери, либо даже не столько старшие, сколько средние. Объясню почему. Средние дочери, они такие, знаете, выпавшие между старшими и младшими. На них меньше всего внимания, им приходится где-то самим изо всех сил делать что-то, помогать. Это самые помогающие маме дети. Это самые такие эмоционально зажатые, у них очень много ожиданий, но очень много всего прижато внутри, потому что они знают, что им все равно не дадут. Есть младшие, есть старшие, старшие руководят, младшим нужно отдавать, а они где-то между стульями. Так вот, такие женщины и старшие, потому что они самые ответственные, когда вступают, чаще всего вляпываются в отношения, даже не вступают, а вляпываются с мужчинами, которые считают себя пупом земли. И у них отношения строятся по разным принципам. Мужчина пуп земли входит в отношения, чтобы меня любили, обо мне заботились. И скажи спасибо, что я сходил хоть на какую-то работу и вернулся домой. То есть его задача в семье, как они говорят, сходить на охоту и принести чего-нибудь. Но часто то, чего они приносят, не хватает не только жене и детям, не хватает даже ему самому. Потому что он еще либо припрячет, либо ленится работать. А женщины, этот типаж, который они выбирают, они им потакают. Потакают почему? Потому что в семье-то они находились между кем-то, между старшими и младшими, либо они были средними, единственными, а родители все время заняты, и им тоже не хватало, или к ним были очень высокие требования. И они привыкли соответствовать чужим требованиям, они привыкли заслуживать любовь, они привыкли вкладываться на всю катушку, потому что надеются, что на них обратят внимание. И что получается в этой ситуации? Есть у нас пуп земли, и есть женщина, которая привыкла, у нее уже в крови сидит заслуживать любовь. И они вместе. И получается, что она по привычке вкладывается, тянет лямку за себя, за него, она наводит чистоту в доме. И вот здесь она упускает важный момент. Она слишком уходит в дом, в угождение своему мужчину, в заботу о детях. Она растворяется в этом настолько, что забывает о себе. Она начинает вести себя так, как вела себя в детской семье.
Можете себе представить? Мужчина, который пуп земли, он продолжает быть пупом земли. И получается, фактически он маму, которая, может быть, любила не сильно, меняет на вторую маму, которая сильно любит, но она ему сексуально становится неинтересна, с мамой секса не бывает. Поэтому на психологическом уровне он ее отсекает. У него появляется к ней куча претензий, у него появляется к ней недовольство, и он начинает стрелять глазками по сторонам, чтобы почесать свое эго, почувствовать себя более значимым. И вот в этой ситуации назревает конфликт. Женщина, которая в детстве была между стульями, между старшими и младшими, терпит и заслуживает изо всех сил. А потом в какой-то момент эта машинка, которая называется терпелка, и машинка, которая называется уступалка, они ломаются. И женщина понимает, что я вот туда уже столько всего влила, а мне ничего не дали. И если бы я хотя бы 10-ую часть того, что я отдала туда, и мне не вернули, вложила в саму себя, то я бы хотя бы чуть-чуть что-то имела внутреннее удовлетворение, я имела какое-то уважение к себе, а так я никто, и звать меня никак. И вот этот момент, когда машина-уступалка и машинка-терпелка ломаются, женщина хлопает дверью и уходит. И чаще всего она уходит в никуда. И вслед слышит крик своего мужчины: «Эй, ты дура, куда ты пошла? Лучше меня не найдешь». Но этот крик никого не пугает. Самое интересное, что кричащий мужчина точно знает, что она может найти лучше, что она может найти и прожить без него, что она точно в жизни не пропадет. А вот что будет с ним, непонятно, потому что ему придется бегать от одной барышни к другой, перехватывать по чуть-чуть, приспосабливаться. Да, они, конечно, гордо заявляют: да я могу то, я могу это. Но если посмотреть на их реальную жизнь, что они могут? А ничего. И поэтому, если вы вступаете в отношения с женщиной, это я сейчас обращаюсь к мужчинам, уважайте ту женщину, которую вы назвали себе партнершей, потому что у нее в ваших отношениях ровно столько прав, сколько и у вас. И если вы пуп земли, то она тоже жена пупа земли, равная ему. И если вы царь горы, то она царица горы. Пардон, а если вы мудак, то она жена мудака. Вот такая вот интересная штука. Вот это уточнение, это уже для женщин. Потому что когда вы считаете себя королевой, или хотите, чтобы вас считали королевой, а сами себе относитесь как к жене мудака, всем угождаете, всем потакаете, все терпите, вы носите безропотно и всем угождаете, извините, пожалуйста, ваш мужчина будет вести себя так, как вы себя ведете. То есть мужчина нам... И мы, мужчине, зеркалим то, что у нас есть. Но мужчина, который психологически не зрел, он даже не оценит ваших вложений и того, что вы ради него делаете. Его претензии будут нарастать. Почему? Да потому что он знает, чтобы вам угодить, надо пахать слишком много. Поэтому лучше вас обесценить, загнать ниже под плинтус, и тогда вы будете покорнее. Так что, мужчины, знайте, если женщина хлопнула дверью, машинка-уступалка, машинка-угождалка поломалась. И починить ее на самом деле можете вы, начав уступать своей женщине, начав соблюдать ее интересы, и тогда ваши отношения будут долгими и счастливыми. И тогда вам не придется бегать от бабы к бабе в поисках признания, в поисках удовлетворения, и тогда вам не придется обслуживать себя самому. Потому что, когда вы на старости лет остаетесь и рассказываете, что вот, да, у меня была куча баб, а сейчас, извините, мне водички подать некому, радости тоже мало. Поэтому, когда вы оскорбляете женщин, вы оскорбляете в первую очередь самих себя и свое будущее. С вами была Алла Касаткина. Будут вопросы, пишите. Сразу предупреждаю, тех, кто будет писать гадости, просто баню, без разбору и угрызений совести. Пока-пока и до встречи в следующих видео.